Привет всем, на связи Василий. Я с 2007 года живу в путешествии нон-стоп. Когда я только мечтал о том, чтобы жить в путешествии, я тогда изучал много информации. Находился в той же ситуации, что и ты, скорее всего. Работал 8 часов в день в конструкторском бюро инженером, 5 дней в неделю и не знал, как изменить ситуацию. Поэтому сегодня я расскажу 5 фишек и секретов для тех, кто хочет уволиться с работы и уйти на вольные хлеба. Данные приемы сильно помогли мне в свое время. Это видео скорее для тех, кто привык работать на дядю и не знает, как поменять свою жизнь. Я тебе помогу выбраться из этого тупика и начать зарабатывать онлайн. Так бывает, что работа сильно затягивает нас, и уже не хватает силы и времени на то, чтобы заниматься тем, что тебе интересно. А еще, осваивая любую сложную профессию, всегда будет некий период, когда нужно накопить много знаний, навыков, опыта и кейсов перед тем, как начнешь получать свои первые деньги. Именно этот период часто и встает проблемой на пути к мечте. Так у тебя просто нет возможности попробовать новое дело, потому что у тебя есть необходимые месячные расходы. Поэтому тебе приходится ходить на работу, чтобы обеспечивать себя, свою семью. Мы как бы становимся рабами современной жизни, где каждый месяц нужно платить за жилье, коммуналку, интернет, свет, еду. И чтобы все это платить, нужно ходить на работу. Итак, давай я расскажу тебе 5 лайфхаков, как ты можешь увеличить свою продуктивность, чтобы свалить с работы. Лайфхак номер 1. Попробуй заметно снизить свои ежемесячные расходы. Полностью откажись от комфорта. Если ты действительно хочешь идти по пути к своей мечте, это потребует от тебя жесткости. Именно жесткости к себе. Когда я только встал на путь мечты, рассказал своим друзьям, то мой друг сказал следующее. Я не могу так же, я не проживу на деньги меньше, чем 60 тысяч рублей. Я, конечно, ничего не ответил, но в своей голове я сильно удивился. Я бы из этих расходов, 60 тысяч, половину бы убрал сразу без особых напрягов, а потом еще снизил бы расходы еще наполовину. Давай сначала уберем самое лишнее. И в первую очередь я рекомендую тебе продать автомобиль, если ты не зарабатываешь с помощью него себе на жизнь. Если ты ездишь на нем на работу, но в то же время есть общественный транспорт, то ты не зарабатываешь, а только теряешь деньги. В России вообще принято иметь автомобиль, даже если он не нужен. Самый худший вариант, если ты живешь в городе и у тебя кредит на автомобиль. Я считаю, ты полный балбес, если купил автомобиль в кредит только чтобы ездить на нем на работу. Будь честным, ты его не заслуживаешь, потому что денег на него ты не заработал. Автомобиль каждый месяц потребляет много денег. Просто сядь и посчитай честно, сколько денег ты на него тратишь. Это оплата кредита, обслуживание, бензин, парковки. Если автомобиль не новый, то еще и ремонты и всякие мелкие покупки. Стоит еще не забывать про то, что автомобиль дешевеет с каждым месяцем. То есть ты просто теряешь деньги, даже если он просто стоит в гараже. Все это тянет из тебя деньги и увеличивает твои расходы. Тебе не нужен автомобиль. Дешевле будет пользоваться общественным транспортом и такси. Поверь мне. А если не веришь, сядь и просто посчитай досконально. Запиши на листке бумаги. Не переживай, сократи эти расходы на время. Когда поднимешься, с легкостью повысишь эту статью расходов. Еще рекомендую отказаться от фастфуда и готовить себе нормальную еду. Носи еду на работу, это тоже позволит тебе сэкономить. Жилье. Да, этот пункт сокращать нелегко, но есть варианты. Попробуй переехать к родителям. Когда я только ушел с работы после 2 месяцев, я решил все же переехать к родителям, чтобы снизить свои расходы. Да, это может показаться унизительным, возвращение к родителям, но на что вы готовы ради своей мечты? Я вот вернулся домой к папе, и он сначала был недоволен. Однако со временем он был только рад, что я живу с ним, ведь он всегда мог пообщаться со мной. Близкий человек был под боком. Следующий пункт — это хобби. Отложи свое хобби на время, пока дела не нормализуются. Не трать на него денег совсем. Уменьшив свои расходы, ты сможешь накопить денег на сложные времена при переходе на другую деятельность. Увеличишь время, которое ты сможешь прожить на подушку безопасности, и снизишь психологическую нагрузку на себя. Груз больших трат не будет давить на тебя, и ты будешь понимать, что на свою подушку безопасности сможешь прожить полгода или год без особых проблем. Лайфхак номер 2. Как можно больше читай. Не только книги по новой специальности, но и обязательно книги по самопомощи и саморазвитию. Тебе книги помогут правильно понять, как двигаться дальше, на что делать упор. Моя любимая книга по саморазвитию — это 4-часовая рабочая неделя от Тима Ферриса. Свой путь к мечте я начал года за 3 до увольнения, и тогда я владел автомобилем, поэтому слушал книги по саморазвитию, пока ездил на работу. В дороге постоянно отвлекаешься на вождение, поэтому аудиокниги для меня оказались полным фуфлом и не очень помогали. Когда я решил сократить расходы и продал автомобиль, то стал ездить на работу общественным транспортом.
И год, когда я ездил в транспорте, и это обычный трамвай, я перечитал огромное количество книг по саморазвитию, что дало мне потом толчок в новой карьере. Если у тебя есть автомобиль, то не трать силы и время на его управление. Делегируй это все водителю трамвая, троллейбуса, маршрутки или такси. Пусть они тебя возят, а ты будешь в это время заниматься полезными для себя делами, а именно чтением. Особенно мне нравится, когда меня возят водители такси. Всегда сажусь на заднее сиденье, расслабляюсь и получаю удовольствие. Книг по саморазвитию существует огромное множество. То, что подойдет тебе, не скажет никто, поэтому читай как можно больше разных книг. Найди то, что тебя зацепит. Лайфхак номер 3. Главная проблема, с которой можно столкнуться перед переходом на другой вид деятельности, это то, что вы будете приходить домой после работы уставшим. Когда приходишь уставший, то все, что ты хочешь, это поесть, посмотреть сериальчики или расслабиться. Но ни о каком обучении или работе никакой речи не идет. Основная работа будет забирать как все время, так и все силы. Во времена, когда я работал в КБ, то провел множество экспериментов. Один из них это полифазный сон. Суть в том, что вы спите не сразу одним большим куском, а разбиваете сон на множество мелких частей. И в итоге вы спите намного меньше по времени. Эксперименты по полифазному сну, которые я провел над собой, показали, что данные способы хороши, когда нужно совершить быстрый рывок. Например, закончить очень крупный проект. Но они не работают на длинной дистанции, поэтому это не наш вариант. Однако я придумал свой лайфхак, который позволил мне тратить много времени на свои проекты. В то время я работал с 8 до 5. Еще где-то 1,5 часа уходило на дорогу на работу. В чем суть моего хака? Я после работы около 6 вечера приходил домой, кушал, немного смотрел YouTube, сериалы до 8 вечера и ложился спать. То есть я ложился спать в 8 часов вечера, а вставал я в 4 утра, и у меня было почти 4 часа времени на то, чтобы заняться самыми важными для меня вещами. И в то время моя основная работа в список этих важных дел, конечно, не входила. Важно понимать, что 4 часа утром это не те же 4 часа после работы. Дело в том, что утром дела делаются быстрее, ваша голова еще свежая и работает намного лучше. Я бы сказал, что 4 часа с утра по продуктивности это как 10 часов после работы. Считайте, что перед работой с утра вы сможете сделать столько же дел, сколько и за время своего 8-часового рабочего дня. Еще важным плюсом будет то, что вас в это время никто не будет отвлекать. Все будут просто спать. В соцсетях не будет новых постов, сторис, вам никто не будет писать мессенджер, у вас просто не будет соблазнов отвлекаться от работы. Так, если раньше дела двигались очень медленно, то, когда я перешел на режим сна после работы, то заметил, что всего за неделю я сделал больше, чем за предыдущий месяц. Так что пользуйся этим офигенным лайфхаком. Лайфхак номер 4. Пройди обучение. Сейчас множество проектов по обучению. Не жадничай, потрать деньги. Так ты сможешь получить профессию намного быстрее. Если ты осваиваешь новую профессию, то этот процесс может очень сильно затянуться. Почти каждая профессия состоит из базовых основ. Это обычно общедоступная информация, которую легко найти. И вторая часть, которая также важна, это нюансы. Вот если ты сможешь в книгах, статьях найти основную информацию, то нюансы, которые составляют половину успеха, ты там не найдешь. Такими вещами не принято делиться в открытую. Ну и не всем она нужна. Люди проще воспринимают какую-то общедоступную информацию и не хотят как-то углубляться. Либо тебе в поисках этих нюансов придется пролопатить множество информации, набить свои шишки. Так ты потеряешь огромное количество времени. Следующая проблема, которая возникнет, это не у кого будет спросить помощи. Да, есть чаты, можно спрашивать там, но все же в вашу проблему никто не будет погружаться глубоко. Поэтому я рекомендую тебе выбрать хороший обучающий проект, особенно тот, который гарантирует трудоустройство и выучиться в нем. В таких компаниях ты под руководством наставника по проверенному плану обучению быстро освоишь новую профессию и начнешь зарабатывать. Многие люди, которые любят экономить, часто не считают, сколько времени они тратят на экономию, а ведь именно время – это валюта номер 1 в нашей жизни. Так, обычная работа по найму – это продажа навыков и времени в обмен на деньги. Именно время является первичной валютой. Если вы сэкономили 100 рублей, но потратили на экономию 1 час, в то же время на работе вы бы могли за это время заработать 500 рублей, то вы в минус 400 рублях. Поэтому всегда оцени то, что экономит тебе время, даже если ты потратишь на это деньги. Расскажу про свой опыт. Когда я уволился с работы, то никак не получалось зарабатывать действительно хорошие деньги. Я прыгал от проекта к проекту.
В итоге обратил свое внимание на партнерские программы. Прошел сначала обучение в сомнительном проекте и стал зарабатывать, но совсем немного денег. У меня уже стали заканчиваться мои финансы, и практически последнее, что у меня оставалось, я инвестировал в еще одно обучение. Я обучался у Дмитрия Сафина по партнерским программам, и обучение выстрелило. В первый месяц я заработал свою первую $1000. За все время я прошел свыше 4 разных обучений. Это копирайтинг, 2 обучения по партнерским программам, по SEO-продвижению и, по-моему, еще что-то было. Все это давало бонусы в конечном итоге. Поэтому не жалей денег на свое обучение, они обязательно вернутся. Намного тупее тратить деньги на то, что тебе не позволит стать лучше. В описании к этому видео я оставил несколько ссылок на обучающие проекты. Загляни туда обязательно. Лайфхак номер 5. Если видишь, что твое дело продолжает буксовать, но в то же время появляются первые результаты, например, ты заработал с помощью новой профессии свои первые деньги, и в то же время ты накопил подушку безопасности месяца на 3, то я бы рекомендовал тебе поставить дедлайн на увольнение с работы и в конечном счете уволиться. Когда у тебя есть доход с новой профессии, ты понимаешь, что если поднажать, то сможешь делать результат, тебе стоит уволиться. Во-первых, твоя работа больше не будет отнимать твое внимание, и ты сможешь сфокусироваться на результате. Во-вторых, у тебя будет больше времени на свое дело. Постарайся также просыпаться в 4 или 5 утра. А на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрел это видео. Если оно тебе понравилось, влепи мне лайк. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе новых видео. До новых встреч. Пока.